29 декабря в Нижнекамске произошла история, в реальность которой сложно поверить даже тем, кто стал ее свидетелем. Это случилось накануне Нового года, в то время, когда улицы украшены гирляндами, в домах пахнет мандаринами, а люди мечтают о чуде. Но вместо чуда жители одного двора стали свидетелями настоящего кошмара. Сюжет этой истории больше напоминает сцену из мистического фильма или «Страшный сон». Но все это случилось в действительности, здесь и сейчас, в нашем мире, среди нас. Во дворе жил пес по кличке Зевс. Умный, преданный, уличный, но не дикий. Он не был бездомным в привычном понимании этого слова. У него была своя стая, свои друзья, свои хозяева в лице местных жителей, которые кормили его, играли с ним, гладили, особенно любили его дети. Зевс отвечал им тем же, с удовольствием бегая рядом, охраняя их во время зимних прогулок. Он был не один, рядом всегда был его друг, другой такой же дворовый пес. Они гуляли вдвоем, как два неразлучных брата, исследуя улицы, нюхая свежевыпавший снег и радостно гоняя воробьев. Но в тот день все пошло не так. На перекрестке, прямо на пешеходном переходе, который по праву должен быть безопасным для всех, и для людей, и для животных, произошло страшное. Оба пса попали под колеса автомобиля. Водитель не успел затормозить или не захотел. Кто теперь разберет? Удар был сильным. Один из псов погиб сразу, мгновенно. Он упал на снег и больше не поднялся. А Зевс? Он выжил. Чудом. Хотя и получил серьезную травму, его задняя лапа была сломана, и он едва мог двигаться. Шок, боль, холод и растерянность — все смешалось в глазах бедного пса. Он не понимал, что произошло. Его друг лежал рядом, не двигаясь, а он сам с трудом полз к обочине, оставляя за собой кровавый след на белом снегу. На помощь Зевсу первыми пришли дети, те самые, с кем он когда-то бегал по двору. Без страха и сомнений они аккуратно подняли его, завернули в плед и отнесли к подъезду, где жила одна из семей, часто его подкармливавшая. На шум вышли взрослые. Кто-то принес горячее молоко, кто-то теплое одеяло, кто-то телефон. Люди звонили во все возможные ветклиники, но дело было в предпраздничный день. Большинство врачей уже разъехались или попросту не брали трубку. Но все же одна ветеринар согласилась приехать. Аделина Камалиева. Она приехала на вызов из местной клиники «Светлячок». Люди вдохнули с облегчением. Сейчас все решится. Специалист на месте. Осмотрев пса, врач сказала тихо, но отчетливо: «Собаку нужно усыпить. Она мучается. Прогноза нет». Это было как удар молотом. Те, кто стоял рядом, замерли. Никто не знал, что делать. Решение нужно было принимать быстро, под давлением эмоций и страха. Зевс тихо скулил от боли, не в силах пошевелиться. Люди собрали деньги, 5000 рублей, чтобы оплатить усыпление. Аделина достала шприц, сделала укол. Через несколько минут Зевс затих. Он больше не дышал. Все подумали, он умер. Скоро собаку похоронили. Кто-то взял лопату, выкопали яму в ближайшем овраге за домом. Снег, тишина, серое небо. Люди молча попрощались с тем, кто стал для них не просто дворовым псом. Он был частью их двора, частью их сердец. Кто-то даже сказал: «Прости нас, Зевс». Наступило утро 30 декабря. И тут случилось невероятное. У подъезда снова сидел Зевс. Он смотрел на окна, вилял хвостом, немного шатаясь. Он был грязный, с комками земли в шерсти, напуганный, но живой. Настоящий, не призрак. Он просто вернулся. Люди, увидев это, были в шоке. Казалось, это не может быть правдой. Кто-то даже перекрестился.
«Мы же его хоронили», — прошептала пожилая женщина. Но перед ними стоял тот самый пес, и в его глазах была надежда. Он вернулся к тем, кому доверял, к тем, кто, как он думал, спасет его. Выяснилось невероятное. Зевс выжил после укола, очнулся в могиле, сумел выбраться и пришел домой. Сколько страха он испытал, одному Богу известно. В темноте, в промерзшей земле, с больной лапой, он копал, когтями, мордой, из последних сил. Он не сдался. Жители двора снова начали звонить в клинику, требуя, чтобы врач приехала. Но в ответ услышали отказ. «Мы заняты. Времени нет», — сказать. Никузели им деньги, к слову, не вернули. Тогда жильцы обратились к журналистам и зоозащитникам. История начала набирать огласку, появились публикации в соцсетях. Люди были возмущены. Как такое вообще возможно? Кто должен нести ответственность? Аделина Камалиева, ветеринар, в свою очередь, дала свое объяснение. По ее словам, усыпления не было. «Я сделала собаке обезболивающее и снотворное, чтобы он уснул и отошел от шока. Никто не говорил мне, что его будут хоронить. Я видела, что они куда-то его несут, но думала, укладывают отдыхать». Так она объяснила свое видение ситуации. Кто-то поверил, кто-то нет. Но факт остается фактом. Собаку сочли мертвой и похоронили, а на следующее утро он вернулся живым. Этот случай вызвал бурю споров и обсуждений. Кто-то обвинял врача в непрофессионализме и халатности. Кто-то бил людей, решивших усыпить собаку по совету. Кто-то из самих себя, что не настояли на альтернативном лечении. Но в этой ситуации однозначного виновного, как это часто бывает, назвать трудно. Одно ясно точно, никто не был готов к такому повороту. Кроме детей. Именно они первыми бросились на помощь Зевсу. Именно они плакали вечером, когда его усыпили. И именно они больше всех радовались, увидев его утром. Эти дети — единственные, кто не предал. Их поступок — напоминание всем взрослым. Сострадание не требует высшего образования. Оно живет в сердце. Сегодня Зевс находится на передержке. Его судьбой занимаются волонтеры и зоозащитники. Он по-прежнему испытывает сложности с лапой, но он жив. И главное, он хочет жить. Его глаза полны благодарности, и хотя он осторожен, в каждом движении надежда. Что будет дальше? Мы не знаем. Возможно, его лапу удастся полностью восстановить. Возможно, нет. Но одно мы знаем точно. Этот пес заслуживает любви, заботы и дома, в котором он никогда больше не услышит слова «усыпить». Пусть Зевс станет символом веры. Веры в силу жизни, в силу духа, в добрых людей. А те, кто был рядом с ним в эти дни, навсегда запомнят. Чудеса случаются. Особенно перед Новым годом. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!